У тебя есть месяц переехать в Испанию. Да. Тебе, да, не будут платить, но за тобой сохраняют место. И сейчас Малага уже не та, которая Уже не та, она... В Испании-то я была полностью вся облеплена стереотипами. Ты купила только билет в один конец, да, фактически? Ты заканчиваешь ее, когда ты ее заканчиваешь. Они себе продлевают бесплатно. Лиза, ты, наверное, в Испанию переехала, чтобы есть свежие морепродукты? Ты меня подловила. Друзья, сегодня мы с вами расскажем, как переехать в Испанию и другие страны нестандартным способом. Да. Лиза поделится своими лайфхаками и секретами. Ну что, начинаем. Приятного аппетита! Лиза, расскажи, как вообще ты попала в Испанию, сколько лет тут живешь и знал ли испанский заранее? Почему вообще ты ее выбрала? Да, я здесь уже живу почти 5 лет. Для меня это такое большое уже число. Мне с трудом верится, что я живу в Малаге на берегу моря столько времени. Для меня это был переезд достаточно спонтанный, но осознанный. Вот. Я сама из России, из Москвы, и столкнула меня с испанским языком судьба. Мне кажется, не я выбирала Испанию, она меня выбрала, потому что все очень происходило спонтанно и вплоть до переезда. Я училась в магистратуре. Там у нас был выбор языков, и я хотела учить французский. Но в итоге у нас не набралась группа, пришлось учить испанский, и уже после окончания курса я решила посмотреть, что же это за страна, язык, который я учила. Вот. И действительно, это было в самое сердечко. Я сюда приехала, почувствовала себя как дома впервые за все время путешествия. И когда первый раз ты попала в Испанию, в каком году? Это был 2017 год, и переезд мой уже был в 2019. То есть все время действительно все так вот вжух и поменялось. Я приехала, мне понравилось, я решила себе ставить маленькие цели, а что если попробовать? То есть я начала приезжать в разные города, в отпуска, записалась на языковые курсы, уже начала осознанно изучать испанский язык, потому что вначале в университете мне он не нравился, я не понимала, как я его могу применять. Вот. И так вот обзавелась своим кругом общения, мне стало интересно, почему не попробовать уже там жить. Вот. Смотрела разные способы, что вообще Но ты выбирала можно именно попробовать. Испанию, не Латинскую Америку. Да, изначально я была настроена на Испанию. Латинская Америка уже появилась гораздо позже, уже после переезда моего здесь, с моим расширенным кругом друзей и общения. На тот момент я не знала ничего о Латинской Америке. Испании-то я была полностью вся облеплена стереотипами. То про Латинскую Америку можно вообще даже молчать. Вот. Я была настроена искать что-то, какие-нибудь проекты в Испании, и так вот мне подвернулся один проект. Расскажи, что за проект вообще, Да. как ты переехала? Мне кажется, вообще мало людей знают о таких проектах. Действительно, в наших странах, да, он не так известно на слуху эти программы. Я потом, когда уже об этом узнала, им тоже отобрали, потому что это есть некий отбор. Я действительно начала больше рассказывать об этом, потому что это очень крутая возможность. В Европе каждый второй знает про эту программу. Причем бесплатная, да? Бесплатно. Она финансируемая, выдается грант, тебе помогают с документами. В нашем случае это идеально, потому что нам нужна виза, если это долгосрочный проект. Поэтому были сплошные плюсы. Я решила попробовать, до конца не верила, думаю, как это все будет работать, неужели я действительно не должна как-то вкладываться финансово, только вот ресурсы даже получать, потому что этот проект, он шел больше на плане неформального образования, он никак не связан с обучением, с университетами, с обменами. Это другая абсолютно программа. Но это вообще волонтерство, да? Это волонтерство. Называется это волонтерство. Сейчас это Европейский корпус солидарности. Раньше оно видоизменялось название. Его можно было там слышно как EVS, Erasmus+. Есть разный набор программ. Вот. И в зависимости от соглашений со странами есть разные возможности. Сейчас есть возможность поехать по Европейскому корпусу солидарности в страны Европы и некоторых еще стран, как Исландия, Турция, например. То есть есть разные возможности. На самом деле очень большой спектр. Вот. Можно выбирать проект по сфере, которая тебе интересна. Обычно это какие-то молодежные проекты, ивенты, либо работа с пожилыми людьми. То есть все-таки это волонтерство имеет такую немножко подоплеку именно помощи. Как Вот. благотворительность. Как да, благотворительность, например. Да, но в
целом она очень сильно такая творческая. То есть есть проекты сейчас, как очень модно, маркетинг, все эти связи с общественностью. Сейчас появились очень много таких направлений, в том числе по проекту. А сколько проекты обычно длятся? Проекты есть краткосрочные и долгосрочные. Я искала долгосрочный проект, потому что по краткосрочным я уже поездила в Испанию, поняла, что мне хочется чего-то большего. Сколько? 1-2 месяца? Даже можно меньше. То есть все зависит от проекта, то есть от пару недель до, примерно нескольких месяцев, до 3. Это считается краткосрочный проект, и ты можешь ездить в целом сколько угодно. Там нету какого-то сильного лимита, только по возрасту, да, то есть возраст. Я думаю, сразу же акцентировать внимание. Очень интересно, да. Вот. Какой возраст вообще у этих проектов? Самый большой такой пласт проектов и финансирования – это молодежь с 18 до 30 лет включительно. Вот. Там действительно проектов куча, и можно спокойно выбрать, который тебе нравится. Сейчас, чтобы, соответственно, не переключали видео, можно сказать, что есть и другие проекты, они просто называются по-другому. Есть проекты. Есть старше, да, 30? Да, есть такое. Их меньше конкретно в Испании, но они есть и есть в других странах. То есть, если кто хочет, да, не в Испанию поехать. Да, например, в Испании тоже есть, но стоит там уже конкурс чуть побольше, надо посмотреть. Вот. Но все реально. Называются они Long или Middle Volunteering Program. Они идут по аббревиатуре. Можем написать потом. У тебя есть, да, ссылка на этот проект? Да. Я оставлю в описании к видео, что кому интересно, потом можете зайти и посмотреть. Да. И там уже действительно можно уже без ограничений возрастных участвовать. В том числе можно постараться, да, там, поехать на один проект парой или даже с ребенком. То есть есть разные варианты. Ездили, знаю знакомых, которые ездили так, как свой месяц. Как это? Луна де мель, да? Да, как это по-русски. Потом ребята ездили тоже с детьми, то есть чтобы не оставлять. То есть все зависит от проекта. Конечно же, это немножко больше добавляет, урезает возможности, вот, но все возможно. У long-term проектов, которые не ЕСК, там по финансированию нужно смотреть, они покрывают практически все, кроме самого билета на переезд. То есть переехать в Испанию, как ты приехал, то есть ты купила только билет в один конец, да, фактически? Да. Если мы возвращаемся к проектам ЕСК, то там финансирование покрывается полностью. Билет они покупают сразу же, принимающая организация в той стране, куда ты едешь. Там действительно покрытие максимальное. На первых этапах я платила только какие-то свои расходы за переводы документов, пошлины в своей стране. Я потом привозила это все, даже все на русском языке было документы, и мне возвращали это в евро деньги, то есть сколько я потратила. Плюс даже если, например, в консульстве есть только, например, там, в Санкт-Петербурге и Москве, тебе нужно тоже доехать туда, все это тоже возмещается, все эти расходы. Сейчас, опять же, с пандемией, после пандемийные времена... приблизительно, ты не помнишь, хотя бы какой порядок ты вот просто потратил чисто, получается, на документы, да? То есть билет даже ты не покупала? Да, на документы, получается, 5 лет назад, чуть больше, меня ушло 15 тысяч рублей. Да, что-то я переводила сама, я не тратилась на транспорт, потому что там консульство было в моем городе, но такие основные моменты, да, апостили, переводы справок, да, то есть вот пошлина примерно столько, сколько я потратила. И длинные проекты, они сколько длятся? Год обычно или бывает и дольше? Максимум год. Есть какие-то условия, как, например, пандемия, где некоторые проекты могли замораживаться, их пролонгарили, да, соответственно, это просто нескольких месяцев. Обычно закладывается год, может быть, чуть меньше. Мой проект длился 9 месяцев, потому что он был приурочен к учебному году, к институту, потому что у меня была работа с молодежью в школе младшей и средней, поэтому, соответственно, они брали на учебный год. И в твоем проекте что ты делала? То есть ты была в школе, я так поняла? Да. Что, как учитель или как помощник? Как учитель, как помощник, вообще, на самом деле, многогранная работа. Меня они не останавливали, да, все там учителя и так далее. Они
они были только рады какой-то инициативе. То есть мне давали студентов, учеников, младших, старших, классы, и вот я могла с этим сделать что угодно. Они всегда приветствуют даже какие-то свои проекты, которые ты можешь реализовать. Ну, а какого рода? То есть, не знаю, языковые курсы или какой предмет? У меня изначально базовые функции были наточены на помощь преподавателям и уроки английского в рамках каких-то там интеграционных моментов. Например, там на факультете туризма, то есть нужно было немножко ребятам помочь, информатикам тоже с английским. Испанцы, они не очень с английским ладят, поэтому в целом любой уровень английского, не нужно там было его в идеале знать, уже было хорошо. Тем более классы ты всегда готовишь, поэтому то есть, было достаточно адекватно. Важнее для этих проектов знать все-таки английский язык, даже не испанский, да? Все зависит от проекта. На самом деле, чем хороши эти проекты, что ты можешь выбрать и оценить свои силы. На моем проекте действительно требовался испанский, потому что был достаточно, ну, во-первых, английский мало кто знал, были свои другие преподаватели из США, они их тоже приглашали по другим грантам. Соответственно, нужен был человек, который такой на подхвате мог еще что-то добавить, разнообразить как-то мероприятия школьные. Поэтому конкретно в моем случае приветствовался английский и испанский вместе. Некоторые просят действительно упор на английский. Вот, и не так придираются, если ты не знаешь испанского языка, потому что, да, ты можешь спокойно работать на нем. То есть все зависит от проекта. Нужно смотреть, пробовать. А какой-нибудь, наверное, деревня, да, там по-любому испанский. Да, например, там уже сложно, или там, может быть, Каталония, там какие-то специфические языки, то есть еще это могут уже примешиваться, то есть это ощущается. Но все очень на самом деле индивидуально. Поэтому, например, я искала проекты только в Испании. Можно было, например, искать конкретную сферу, ну, по всей Европе. Хорошо, давай разберемся по времени. Сколько вообще по времени ты искала проект? И сколько потом заняло? То есть ты, я так понимаю, ты отправила заявку и ждала, чтобы тебе ее одобрили, да? Да. Было ли какое-нибудь, не знаю, собеседование? Да, там есть действительно такой четкий процесс. Сначала это просто отправление заявки. Также есть разные сайты, да, русскоязычные или основной портал, где находится большинство таких заявок. То есть ты выбираешь, смотришь, отправляешь. И ждешь ответ. Примерно они пишут сроки, где-то около месяца. И обычно в идеальном мире дается где-то за полгода, ты уже точно знаешь, что ты поедешь на такой проект. Там, тем более долгосрочный, они указывают. В моем случае было несколько иначе. Меня взяли из резерва. Мне сказали, что у тебя есть месяц переехать в Испанию. Да, и, собственно, я быстренько, оперативно уволилась с работы, перевела все документы, собрала чемодан и уехала. Обычно, да, то есть примерно уходит Мне ушло на поиски где-то год плюс-минус, вот так вот, с заявками. Спасибо большое, но, к сожалению, мы выбрали других. Обычно это 2 волонтера из разных стран на один проект. И вот в конце концов я вошла в шорт-лист, и меня отобрали уже на последнем этапе, когда там нужна была срочная замена. Хотела добавить, то, что, получается, в России тебе пришлось уволиться, да, чтобы ехать на волонтерский проект, фактически даже меньше года, да? Ну, год, да? Да. А в Испании есть такой плюс, как я просто знаю по друзьям мужа, что можно взять Аню Сабатику, Да, это классно. до 2 лет причем, и тебе, да, не будут платить, но за тобой сохраняют место именно до 2 лет. То есть ты можешь это взять и, я не знаю, можешь волонтером, можешь ты устроиться временно попробовать на другой работе, ну или мало ли твоей ситуации какие жизненные, да, бывает, может быть, по учебе тебе нужно. И потом, их как ни бывало, вернуться на то же самое место. Да. В пределах только 2 лет. Если 2 года проходит, то уже работодатель не должен сохранить за тобой место. То есть у него нет, ну, как бы нет такой обязанности. Вот. У нас просто такой друг это делал, но он, кстати, все-таки уволился полноценно, но то есть была возможность. Это очень классная возможность, да. Я во взрослом возрасте, здесь не про это только университет услышала. закончил. Да, там получается, ну, я в целом понимала, что я буду пробовать оставаться в Испании, то есть я понимала, что как бы, навряд ли я вернусь, посмотрим, как получится. Но да, в тот момент еще не была популярна вот эта онлайн-работа, которая появилась после пандемии. Как раз в проект я попала в пандемию, поэтому да, нужно было увольняться. Была, и так уже да, уже такое. То есть, но там у нас была чисто работа очная, с людьми, да-да-да. Я работала в Институте русского языка, работала уже с иностранцами, и уже там все знали о моей любви к Испании и, собственно, развитию таких проектов именно на международной арене, поэтому, когда я всем сказала, никто не удивился, да, поэтому все было достаточно
дружелюбно, мирно, и все мне пожелали удачи, мы до сих пор на связи, и чему я очень рада. Это вообще очень круто. Я считаю. Да. Это рекламная пауза. Да, плакатик, да. Он тоже решил волонтерствовать поучаствовать. Лиз, расскажи, ты, получается, находилась в школе, да, как в волонтерском проекте, и сколько по времени тебя занимала вообще именно, это не учеба, не, ну, какая-то неполноценная работа, то есть это у тебя как полдня, 8 часов, я не знаю, целый день там с утра до вечера тебя мучили? В моем случае это было полдня, то есть то время учебное, когда школа активно работала. Вот. То есть утреннее, да? Утреннее время, да. Все зависит, опять же, от проекта, но есть регламент, что, да, действительно, так как это волонтерство, это не настоящая работа, все-таки ты там должен чему-то тоже учиться и развиваться, поэтому это не может быть полноценный рабочий день, это всегда укороченный, да, то есть это может быть варьироваться там утро, день или вечер, но, тем не менее, это всегда... Кстати, а волонтеры, то есть, получается, за вот эту работу им платили или нет? Вот вам то, что вот. Официально, получается, нету никакой зарплаты, да, волонтерства, но есть покрытие. Соответственно, помимо того, что покрываются расходы на, соответственно, документы, проживание либо сразу же предоставляется жилье по комнатам, либо просто выделяются деньги под это, перелет туда-обратно тоже закладываются сразу же деньги. Также выдаются карманные расходы. И в карманные расходы там варьируются, естественно, как смотря от года. 5 лет назад это было 300 евро в месяц. Но сейчас примерно 300-400 евро в месяц, я просто сравниваю. Это нормальная сумма, просто если ты не платишь... Постоянно есть просто ходить в магазин на двоих. Да. То есть в целом, я думаю, раньше еще дешевле было, чем до пандемии. Да, если ты не платишь еще за жилье, что большая статья расходов, то в целом мы умудрялись и путешествовать достаточно бюджетно. То есть для Малаги это действительно адекватная цена. Раньше. Возможно, да, в других... Сейчас Малага уже не та, которая уже не та, она раскрутилась, да. Я раньше никогда не была до проекта в Малаге, для меня это вот было мое первое соприкосновение. Еще вот она действительно за эти 5 лет изменилась, похорошела. Она похорошела и подорожала. И подорожала, да. Раньше я считала, что вообще идеальный город, когда я приехала, аренда дешевая, море, умеренное количество людей, есть культурная жизнь, то есть практически идеально. Да. Сейчас уже не так. Да, действительно. Поэтому после проекта я думала, стоит ли куда-то еще переезжать, думать, как оставаться, но я решила, что все-таки нет. Я останусь в Малаге, здесь меня полностью все устраивает. Любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Это было потрясающе. Ты, получается, решила остаться в Испании, в Малаге, да? И каким способом ты решила остаться? Да, я решила попробовать. Настало время пандемии, действительно, все мои какие-то планы, которые я думала, как же это все осуществить, посыпались. Но, тем не менее, я была решительно настроена. Поэтому внутри уже студенческой станции, волонтерство тоже к нему относится, я задержалась здесь на годик по языковым курсам, уже планируя переход как студент университета, чтобы получить здесь образование. Да, это просто языковые курсы испанского языка, да? Да. Несмотря на то, что я знала, но я подтягивала уже уровень, но ты ходила, экзамен. Потому что всех это интересует, кто по учебной визе, это очень частый способ переезда, особенно сейчас. Это один из самых популярных учебная виза. И ты ходила такую в частную школу, да, не которая такая государственная. Это была частная история, причем так как это были около пандемийные времена, практически все уроки были онлайн. Это было очень удобно, то есть все было максимально так нейтрально. Это, наверное, был самый такой сложный для меня период после переезда, потому что фактически я оторвалась от проекта, у меня не было какого-то своего социума, я пыталась искать какие-то пути, у меня были только какие-то языковые курсы, и то были они онлайн, поэтому было такой сложный достаточно переход. Не было людей, да? Да, это очень важно на самом деле, когда особенно ты переезжаешь один, действительно, я вот почувствовала, что же, как же мне так вывернуться, чтобы выровнять свою жизнь, направить ее. Вот. Поэтому я стала думать о поступлении. Курсы мне как раз помогли подготовиться к сдаче СЕЛи языка. Вот. И на какой уровень ты сдала? Я сдала, но СЕЛи он обтекаемый. Получается, у меня там были где-то B2, C1, вот такой уровень. Вот. В целом это то, что подходит уже для университета. Для университета даже B1 в некоторых факультетах тоже приемлем уровень.
И я начала подавать заявки в университет Малаги, так как я уже поняла, что я буду оставаться здесь, мне в целом все устраивает. Ты поступала не на специальность, ты на магистратуру, да, поступала? Я поступала, да, на магистратуру, потому что в целом уже образование в моей жизни, на самом деле, есть большое количество, и я решила, что магистратура, она в целом программа 1 года, это то, что действительно, мне кажется, подходит. Потом, естественно, не так быстро я ее закончила, потому что здесь сроки имеют место другое, как бы, быть. Ты заканчиваешь ее, когда ты ее заканчиваешь. Да, поэтому там появились другие возможности. Собственно, вот так вот из года в год появлялись какие-то возможности. То есть в результате, получается, магистратура тебе позволила легально остаться, фактически она дала учебную визу, да? Да, то есть я продлилась по учебной визе уже как студент. К этому вообще вопросу нет никаких претензий, очень охотно продлевают, причем, так как я уже была здесь и так далее, мне даже ничего не нужно было платить за магистратуру вперед, то есть я просто уже влилась в этот процесс, очень вообще максимально здорово. И магистратура вообще дешевая. Я слышала, что вообще в Андалусии... В Андалусии, да. Опять же, один из плюсов Андалусии – это единая система, во-первых, здесь. И цены на плюс-минус среднестатистические специальности очень демократичные. Сколько примерно? В районе 800-900 евро за год. Вот. Опять же, здесь есть такой плюс, что в Андалусии, если ты заканчиваешь все предметы за год. Следующий год, например, если вдруг у тебя там осталась несданная практика или незащищенный проект, они себе продлевают бесплатно. Поэтому у меня так получилось, потому что практика моя была в другой стране, в Гватемале. Мне нужно было к ней подготовиться, и я не успевала за один учебный год все реализовать. Соответственно, они меня просто продлили, и это было действительно очень здорово. Опять же, платила я вот эти 800-900 евро. У тебя получилось даже на 2 года, да? Да, я их помесячно спокойненько платила. Это было очень здорово. Я совмещала это уже с работой здесь потихонечку. То есть все было достаточно реально. Ты уже в процессе учебы нашла работу в испанской фирме, да? Да, в процессе учебы я нашла работу. Опять же, на полдня. Получается, с утра я работала, и вечером у меня были пары. Опять же, в процессе, когда я поступила, я еще не знала, но обновился закон, указ. И тогда всем студентам сразу автоматически начинали давать разрешение на работу. На полдня сначала, а потом уже 30 часов. Да, это я слышала. И, собственно, вот так больше. я... Раньше, по-моему, 20 часов. Да, сейчас уже 30. Сейчас да. уже 30, и получается это 5 часов в день, достаточно оптимальный срок. И это было действительно прямо мне подарок, потому что я смогла действительно легально устроиться в фирму, без каких-то дополнительных авторизаций, заморочек для фирмы, для меня, и это было очень-очень здорово. Да, потому что испанцы не любят вообще документы. Они не любят, не знают, не понимают. На работу. Зачем вам это, да? Да. Есть такое за ними. Я хочу подвести итог, что ты у нас уже живешь 5 лет, да, волонтерство, учеба, работа в испанской фирме. Я так считаю, что ты Испанию знаешь с разных сторон. Да. И расскажи, разочаровался ты ли в ней за это время или нет? И какие ты видишь плюсы и минусы на данный момент? С тем учетом, что я не заметила, как пролетели 5 лет здесь, я думаю, что все-таки действительно плюсов гораздо больше. Для меня это страна, которую я действительно чувствую себя, что я здесь, во-первых, живу, что я здесь не отдыхаю, как-то развиваюсь, для меня это очень важно. И Малага, там, где мы сейчас находимся, это действительно город, который развивался тоже все это время. Поэтому до сих пор мне очень комфортно. Я посмотрю, как сейчас повернется жизнь. Про Латинскую Америку, да, не зря мы тоже упоминали в начале, что действительно я ее рассматриваю, потому что в целом язык мне очень нравится и комфортно на нем говорить. Посмотрим. Возможно, я попробую себя в том числе и там. Но как место такого постоянного жительства, да, Испания, я считаю, это такая оптимальная для меня точка. Из каких-то, возможно, недостатков, ну что стандартно, да, то, что мы называли, во-первых, то, что сейчас все очень сильно дорожает, вот, для Малаги так, это непривычные такие новые роли, которые она приобретает, это и плюс, и минус. Бюрократия, где-то только ее нету, вот. Но в целом это привыкаешь из года в год это все делать, и в целом уже тебя это не пугает. Главное не нервироваться. Да, стресс, надо привыкнуть, что испанцы, они неспешные, никто так тебя просто, скорее всего, не выгонит, то есть все можно обсудить, сделать, найти оптимально, поэтому главное сам себя не накручивать. Главное на них не наезжать, разговаривать спокойно, просить и
не знаю, чаще всего идут навстречу. Да. За исключением каких-то, я не знаю, такой маленький процент людей, я встречала, которые могли там тебе не помочь, а в целом не везде шли навстречу. Да, да. В магистратуре, опять же, сейчас я ее уже завершила, выпускникам дается сразу же возможность открыть как свое аутоному на год, вот, и уже получается быть, ну, собственно, Получается, продолжать уже работать. рабочая виза, Это не как рабочая виза, только por cuenta propia, да, собственные. Вот. Но, тем не менее, я считаю, это здорово, неплохо. Либо есть возможность так же, как и раньше, на 2 года на поиск работы, но там нету крючочков, то есть нужно опять же... А на поиск работы, если ты официально, да, можешь оставаться в Испании фактически? Да, это такая же самая карточка, вот, единственное, нет разрешения, да, то есть его нужно дополнительно открывать. Но в целом магистратура действительно для меня открыла очень много возможностей. Лиз, я знаю, что у тебя есть же еще какой-то гид, да, по поступлению в магистратуру? Да, я решила делиться, Расскажи, потому что это такое? для меня это было действительно открытие, таким тернистый небольшой путь, потому что нужно знать немножко алгоритмы, нужно понимать, что здесь нет каких-то экзаменов, которые нужно сдавать, то есть вход это просто пакет документов, да, вот, соответственно, вот все вот эти вот мелочи, которые вплоть до учебы, я в этом разобралась и решила оформить это в гайд, такое направление вообще по всей Испании, чтобы как-то направить, во-первых, просто понять, нужно ли это или не нужно, потому что грантов как таковой для конкретно нашей группы населения в Испании нет, не предусмотрено, но есть варианты, соответственно, я об этом все рассказываю, все плюсы и минусы, чтобы можно было действительно составить полную картину и самостоятельно даже поступить, самостоятельно полный процесс подачи документов. Вот. То есть там пошаговая инструкция? Пошаговая инструкция, даже со скринами всех документов, то есть как это все подгружать. Получается, если кому интересно вообще поступление в магистратуру, то есть они могут к тебе обратиться и купить этот гид? Да, даже можно самостоятельно разобрать, вот, чтобы все точно было понятно. Надо тоже оставить на контакты Лизы, то есть если кому нужно, то пусть свяжется. Отлично, я буду рада. Да. И, Лиза, спасибо большое за интервью. Я Тебе хочу спасибо. Узнать, вот сейчас ты живешь в Испании, а в будущем, как ты говоришь, Латинская Америка тебя тоже привлекает, да? Ты хотела бы туда переехать или, я не знаю, у тебя вообще в будущем какие планы? Или все-таки все, в Испании больше никуда? Мне интересно попробовать. То есть, приехав в Испанию, я узнала больше Латинской Америки. Меня это привлекло, я приехала туда на практику, и действительно мне бы хотелось еще поработать. Мне интересно работать с испаноговорящими людьми. Сейчас есть очень много проектов, поэтому я рассматриваю как один из вариантов туда поехать, работать, но, опять же, как именно жить на постоянно, все-таки Испания. Вот, все-таки вот Испания в сердечке. Да, все-таки здесь поближе, я думаю, это оптимально, потому что другой континент, другое время, климат, привычки, ко всему нужно быть готовой. Ну, сейчас, мне кажется, в наши времена вообще сложно что-то планировать, да. Там, я не знаю, надо несколько лет вперед, как раньше. Да, я в Испанию не планировала переезжать, и да, поэтому кто как знает. Поэтому, Да. друзья, если вас интересует тема волонтерства или то, что рассказала Лиза о магистратуре, пишите вопросы в комментариях, что-то, может быть, вам оказалось интересно, может, непонятно, мы вам ответим, и я, и Лиза. Да. Ждем ваших комментариев, надеюсь, понравилось наше интервью. Спасибо, Лиза. Тебе спасибо. Все, друзья. Пока. Счастливо, пока. Она улетела, все, она улетела. Я сначала думала, ой, как бабочка Я мило бабочка, подлетела, а потом что это летает?